Не было времени на переживания. Я и француз, и русский, и еврей. Они меня убедили, что будет правильно, если я уеду. По сути, я сам был туристом. Париж! Наконец-то! Давно не виделись с тобой. Расскажи, пожалуйста, когда ты переехал, вообще как принял это решение, последовательность действий? Может, тебе кто-то помогал? Да. Я переехал в самом конце мая 2024 года. Я вообще не планировал переезжать в таком виде, в котором это все по итогу получилось. То есть в моей голове это было... Я планировал миграцию во Францию там, через 3-4 года. Но так сложились обстоятельства и мои отношения с московским военкоматом, что мне пришлось уехать. Я переехал просто с чемоданом, куда были хаотично как-то набросаны вещи, одежда. Вот, в этот дом, к своей бабушке. Где ты сейчас работаешь? Почему ты решил не продолжать работать с Россией? Да, я сейчас работаю, скажем так, в этой еврейской школе. Эта школа работает за счет пожертвований всяких спонсоров и меценатов. И, собственно, я в ней занимаюсь тем, что придумываю всякие фишки для того, чтобы привлекать новых спонсоров, чтобы увеличивать, собственно, сумму их ежемесячных пожертвований. Наверное, стоит сказать, что я сам еврей, и моя бабушка, которая из России, у нее довольно большой спектр связей в этой среде еврейской, и так удивительным образом сложилось, что ее нетворк дотянулся и до Франции. Ну и, соответственно, она там меня связала с человеком, который связал меня с человеком, который устроил меня, собственно, сюда работать. Ну, после собеседования и так далее. Не было времени на переживания какие-то о том, как я буду тут существовать. Все это было уже после, когда я уже непосредственно тут оказался, потому что главной целью было именно уехать из страны. Ну, и самый очевидный вариант был Франция, потому что у меня французское гражданство, я наполовину француз, у меня нету языкового барьера, поэтому решение было принято довольно быстро, и оно было очевидным. Я ранее работал в сфере интернет-маркетинга в России, в российском рекламном агентстве, но я понимал, что для нормальной жизни во Франции, я думаю, это многие мигранты через определенное количество времени жизни тут понимают, что для того, чтобы оформить какие-либо документы, там, связанные с банком, связанные с медицинской страховкой, с чем угодно, очень желательно иметь именно французское место работы тут. Вот. Да даже по налогам будет сильно проще. Вот, потому что я так понимаю, что налоговая тут такая суровая. По сути, я переквалифицировался из человека, который занимается каким-то одним видом деятельности в интернет-маркетинге, в такого в такого хелпера по пиар каким-то моментам. То есть мне поручают всякие задания, условно, перемонтировать всякие агитационные ролики, составить список, скажем так, продуктов, для того, чтобы их можно было предложить взамен нашим спонсорам на их пожертвования. Например, сейчас идет строительство новой школы, и мы предлагаем именные таблички. Как ты переезжал? Ну, то есть, мне интересно именно детали. Детали заключаются в следующем. 25 мая я еще не... 25 мая днем я просто был в шоке
Я не знал вообще, что делать. Но после разговора с родителями, с женой, они меня убедили, что будет правильно, если я уеду во Францию. И они бы очень правильно это сделали, потому что все-таки были определенные сомнения, стоит ли мне это делать. Я думал, что условно, если я буду тягаться в суде с военкоматом, будучи в Москве, что все-таки я буду в относительной безопасности. Но потом я когда быстро осознал, что это все иллюзии, вот, и на следующий день я пошел в ЗАГС, со своей женой. На тот момент она еще не была женой, вот. И, соответственно, на основании этой повестки мы и смогли расписаться день в день. Это, конечно, очень смешанные чувства на этот счет, потому что, каждому человеку, когда речь идет о свадьбе, ему хочется что-то такое красивое, пышное и такое знаковое прям. А тут это выглядело прям как формальность. Но это было необходимо сделать для того, чтобы, соответственно, моя жена смогла без особых усилий получать в дальнейшем визу во Францию, вид на жительство и так далее. И поэтому мы, собственно, и приняли это решение. На следующий день, 27 мая, это был понедельник, я распечатал огромную кипу документов, которые обосновывают мою невозможность служить в армии, официально, вот прям по расписанию болезней. Такую же огромную кипу я распечатал заявлений в суд на несколько военкоматов Москвы. И таскался реально либо по Почте России, либо ходил в суд это все, эти заявления отдавать. То есть у меня весь тот день ушел чисто на это. И, соответственно, в понедельник вечером мы купили билеты на 29 число в один конец через Ереван. 28 числа это был замечательный день, потому что я просто работал. Я тогда работал в рекламном агентстве, и в тот день у меня каких-то особых дел, связанных с именно переездом, не было, кроме как собрать чемоданы. И я просто потратил тот день на то, чтобы пообщаться с родственниками и поработать, как в обычном режиме. И 29-го я улетел утром. Мы на вокзале Сан-Лазар. На этот вокзал я приезжаю каждый божий день, потому что отсюда я делаю пересадку на 12-ю линию метро, чтобы поехать на работу. А также, чтобы выбраться в Париж, я именно на этот вокзал и приезжаю из Сануа. Вот. Для меня этот вокзал олицетворяет в каком-то смысле портал в жизнь, насыщенную жизнь во Франции, потому что, откровенно говоря, в Сануа нечего делать, в Обервилье, где я работаю, тоже, а тут движуха, тут культура, тут Франция. Та самая из фильмов, из книг, из картин и фотографий. Расскажи, пожалуйста, какие у тебя были ожидания, когда ты собирался только приехать сюда? Париж. Наконец-то. Давно не виделись с тобой. И, конечно, мне было приятно в какой-то степени, что я уехал из России именно в Париж, а не в какой-то менее культовый город другой страны. То есть, безусловно, эта энергетика этого города, она очень сильно влияет на твой ход мыслей последующий относительно твоей миграции, потому что он позволяет не ощущать себя полным лохом. Если уж совсем откровенно говорить. Как ты вообще себя идентифицируешь? То есть
ты и русский, и француз, и еврей. Я... Кто ты в голове для себя? Одно другому не мешает, на мой взгляд. Это зачастую, знаешь, я и француз, и русский, и еврей, и в каком-то смысле кавказец. То есть мне это, наоборот, даже помогает, потому что я понимаю, о чем говорят люди из той или иной среды, с теми или иными идентичностями. То есть мне не приходится выбирать между чем-то. Ну, то есть во Франции ты чувствуешь себя французом? Во Франции я не испытываю дискомфорта. Когда меня спрашивают, кто, я говорю, я француз. Но во Франции это немного еще другая тема, потому что тут чуть ли не на законодательном уровне запрещены любые отсылки к этносу. И с того момента, как у тебя есть паспорт французский, ты француз, неважно какого цвета кожи и так далее. Немножко такой на американский манер сделано. Просто ты сказал, что вот у тебя были проблемы с банком, потому что для них ты не до конца француз. Для них я человек, который приехал из России. Но это проблема конкретно вот этого банка, ну или там, может, еще ряда других. Но это их проблема, а не моя, скажем так. То есть вообще то, что они делают, по-хорошему можно запариться и с ними судиться. Ну, это если прям запариться, потому что то, чем они занимаются, это называется ксенофобия. Она запрещена во Франции. Откуда ты знал, что делать? То есть ты говоришь, что ты собрал документы и пошел в суд. Как ты узнал? Я проконсультировался с юристами, скажем так, на этот счет. Потому что было понятно, что в отношении меня устроили какой-то беспредел. Вот. Ну и на тот момент я считал, что нужно как-то отстоять свои права в суде, потому что я все-таки на тот момент еще у меня не было осознания того, что я уезжаю во Францию навсегда. Сначала мы купили до Еревана билет, потому что не было уверенности того, что меня выпустят на границе. И просто не хотелось тратить слишком много денег в случае, если меня пограничники не выпустят. Но по итогу меня выпустили, и уже из Еревана я купил билет до Парижа. Почему могли не выпустить, почему выпустили в итоге? Могли не выпустить, потому что формально есть закон, который запрещает выезд за границу тем, кто получил повестку. И я как бы понимал, что навряд ли военкомат в письменной форме, в такой бумажной, за 4 дня это все передаст погранцам, но я не был на 100% уверен. И, соответственно, выпустили, я так понимаю, просто в обычном режиме, то есть никто ничего не знал, и выпустили. Но я не уверен, что это прокатит после того, как ведут этот электронный реестр повесток, потому что там, я так понимаю, это все будет автоматизировано. Ну, то есть, условно, если бы ты выезжал чуть попозже, то есть большая вероятность, чтобы тебя не выпустили. Ну, если бы я выезжал, условно, в этом октябре или в ноябре, то да. Было ли ощущение, что возвращаешься домой? Домой? Нет, вообще этого ощущения не было. Я первую неделю или 2 я ощущал себя прям как турист. Когда я в Париж приезжал, я прям себя как турист ощущал. Я еще на тот момент не так комфортно себя с французским языком чувствовал. Поэтому вот так. Скажи, а ты поддерживаешь отношения с коллегами сейчас? Как ты влился в коллектив? Есть ли там молодые люди, как ты? Молодые люди, там скорее учителя, но из прям относительно молодых людей. Но я бы не сказал, что я прям поддерживаю вне работы как-то коммуникацию с ними. Потому что особо не о чем. Все-таки разный культурный код. И это сильно, как-то затрудняет коммуникацию. Ну и плюс, опять-таки, это очень религиозная среда. Я религиозным человеком вообще не являюсь.
То есть я верующий, но не практикующий от слова совсем. Ну и поэтому такого, как, например, у меня на работе в Москве было, такого нет. Кстати, забавно, что я общаюсь, ну, как бы еще с коллегами с московской работы, но тут именно на работе прямо какого-то коннекта межличностного не происходит. Профессионально получается, но не более того. Как-то твои ожидания оправдались или больше все-таки ты столкнулся с какой-то реальностью, которая не совсем была про ожидания? Если мы говорим конкретно про Париж, Да. ну, учитывая то, что тогда это все было в преддверии Олимпиады, и Париж хорошенько почистили, плюс было лето, было тепло, мои ожидания, скажем так, не подтвердились, но в хорошем смысле, потому что я не думал, что город так почистят основательно. Но сейчас уже осень, уже Олимпиада прошла, и Париж возвращается в свою привычную стезю немножко такого грязного города. Но на тот момент так не было, и я был приятно удивлен. Ощущения какие у тебя вызывает Париж в целом? Честно, я тут... Ну, поскольку я очень сильно скучаю по своей жене, я только и делаю, что вот смотрю куда-то и вспоминаю, как вот мы тут с Настей проходили мимо, как... Я очень жду, когда она приедет, и я вот тут буду как бы не один гулять, а именно с ней. Но в целом есть еще одна такая более материалистичная эмоция. Париж очень красивый город с точки зрения архитектуры. Ну и, безусловно, тут довольно сложно... Боже, тут довольно сложно просто ходить в наушниках, смотреть в пол, как это можно там в Москве условно делать. Тут ты наблюдаешь за каждым зданием, смотришь все эти балкончики, все эти узорчики и так далее, наблюдаешь. И, ну, такое... интересно, просто и с эстетической даже точки зрения. То есть, но у Парижа есть один большой минус, просто жирнющий, это шум. Тут невероятно шумно. Тут ты пройдешь 15 минут в любом направлении, вот куда угодно, у тебя сразу начинает голова болеть невероятно, потому что тут Париж маленький город, 100 с чем-то квадратных километров. Как третья транспортная. А? Я сравнивала, он как третья транспортная. Да. Вот. Но по населению он не сильно меньше Москвы. То есть раза в 2,5, наверное. То есть, а по площади в 20 раз меньше. Очень много туристов, это не считая туристов, а их тут очень много. Плюс транспорт, плюс вообще люди, вообще все тут. Галдеж постоянный, звук двигателей. Очень сильно давит. Плюс еще тут, когда кто-то с мигалками приезжает, будь то скорая помощь или полиция, прям очень это все громко. И если хочется спокойно в наушниках походить, нужно покупать себе такие, прям, чтобы шумоподавление было очень существенное. Мы сейчас находимся рядом с Лувром, в садах Тюильри. Для меня это тоже в каком-то смысле знаковое место, потому что каждые выходные, я старался каждые выходные сюда приезжать на протяжении тех 3 месяцев, пока, ну, до того, как обзавелся какими-то связями здесь, с тобой или там с нашими общими друзьями. Ну и, соответственно, пока моей жены не было рядом. Я сюда приезжал, вот садился вот на такой стул и просто лицезрел уточек, птичек. Еще лето тогда было гораздо больше птиц поющих, такие желтенькие, красивые все, птицы в смысле. Вот, наблюдал за этими туристами, хотя по сути я сам был туристом в тот момент и получал удовольствие.
и получал больше эмоций от жизни, и удавалось как-то забывать о тех обстоятельствах, которые меня сюда привели. Ну, потому что чего жаловаться-то? Париж, Лувр, красота. Это очень сильно помогало. И мне кажется, у всех, кто переехал во Францию или в другое любое место, вне зависимости от обстоятельств, рано или поздно появляется такое свое место силы или место успокоения, куда он может прийти и побыть наедине с самим собой. Есть такой стереотип, что тут ущемляют исключительно чернокожих и выходцев там из Северной Африки. Но это не так. Тут в целом, если у тебя замечают какой-то акцент, а он у меня есть, небольшой, но он у меня есть, то сразу возникает вопрос: откуда ты, что ты, и пятое, десятое. Определенная токсичность в этом слове есть, в слове «Россия» для европейских бюрократов, поэтому я себя немножко ощущаю чужим среди своих, и это сильно давит. Но я думаю, что я перестал на самом деле на этом зацикливаться, потому что появилось гораздо больше новых каких-то дел, новых забот, и переживать каждый раз о том, что какой-то незнакомый тебе француз сомневается в твоей французскости, это, себе дороже. Вот. Расскажи, пожалуйста, что вообще в целом изменилось за последние, 4 месяца ты уже Да, здесь? 4 месяца. Сегодня 29-е, да, сентября. ровно 4 месяца. Да. Что изменилось за это время? Я осознал, что я тут буду жить долго, и именно тут планирую как-то в долгосрочной перспективе строить свою жизнь. Понятное дело, расскажи Богу о своих планах, но это осознание пришло не сразу. То есть первый месяц, когда я тут находился, я все равно как-то жил именно с мыслью о том, что через пару месяцев вернусь в Россию. Потом в июле я об этом вообще ни о чем не думал, потому что тогда была моя жена. И мы просто кайфовали, время вместе проводили, и все было супер-пупер. А затем в августе я уже понял, что, как-то все серьезно. Там еще и суд отклонил мой иск, поэтому он сейчас в апелляции у меня. Я начал искать работу, это тоже ужас был. Ну и именно, наверное, в августе я понял, что нужно как-то тут прям жестко обосновываться. Благо, мое место работы позволяет мне получить диплом о образовании высшем во Франции. Такой самый низкий, но бак плюс 2. То есть, условно, если бы ты после школы 2 года отучился. Плюс водительские права скоро получу, надеюсь. Тут у меня машина есть. И это открывает возможности для путешествий. А путешествия, как известно, привносят довольно много смыслов в твою жизнь. Каким-то магическим образом, но это именно так. Связывает ли меня что-то сейчас с Россией? Конечно. То есть семья, учеба, друзья. То есть меня очень много что связывает с Россией. И я надеюсь, что даже если я уже не буду там строить как-то свою жизнь, но я очень хочу, чтобы у меня была возможность туда регулярно возвращаться без рисков для себя. Как ты себя чувствуешь в эмоциональном плане? Сейчас намного лучше, чем было. И намного лучше, да. Что изменилось в плане? Я думаю, тот факт, что я работу нашел, очень сильно упростило мне как-то жизнь и размышления о будущем. Сейчас все мои переживания, они связаны исключительно с дожиданием жены, когда она приедет, и все. Сложно без нее, очень люблю ее. В метро едешь, да? Понял. Ребята рядом? Нет? Ладно.
Ладно, напиши, как дома будешь, хорошо? Люблю тебя.